Всем доброго времени суток. Сегодня я вам покажу костер типа Надья. Лес, как можно видеть вокруг, преимущественно березовый и орешниковый. А Надью, как известно, лучше всего собирать из сосны. Сосны здесь днем с огнем не сыщешь. Ну, я решил исправить это положение сложившееся. И раз гора не идет к Магомету, то Магомет придет к горе. Я нашел сосну далеко отсюда, срубил, там как раз свежее дерево, недавно ураганом пополам сломало, и осталась нижняя часть небольшой сосны. Вот, и где-то метров 600 я ее нес. Вот такую вот бревнышку. Так что теперь мы будем собирать Надью из настоящей сосны. Ну что ж, приступим. Ну что ж, бревно благополучно распилено на две части. Теперь нам сделать нужно вот в этой части крючок, чтобы его подвесить. Если вам в лесу посчастливилось найти старое место от костра и окружающая обстановка вас полностью устраивает, используйте это место. Сейчас в лесу очень влажно, шли дожди и земля сырая. Поэтому хоть я и нашел старое место от костра, но я все же подложу под свой костер вот такой вот кусок березовой коры. Это будет дополнительной изоляцией для костра от влажной почвы. И сверху на этот пласт коры я уже буду класть нижнее бревно будущей Надьи. Ну вот, я почти уже сложил костер типа Надья. Сейчас покажу примерно, как он складывается. Значит, вот само устройство костра. То бишь, как все делается. Берется, значит, два чурбака из сосны. Вот он один чурбак, второй. Значит, к нижнему чурбаку я тут немножко стесал, но это не прихоть, это было нужно, поскольку они были неровные. Точнее, вот этот неровный был, этот более-менее ровный. Поэтому я тут стесал, чтобы расстояние, вот эта вот щель, она была равномерная. Она должна быть где-то 2-3 сантиметра между ними. Вот эти вот вещи с двух сторон я приделал, вот планки такие. Они должны поддерживать угли, поскольку сюда мы положим растопку и будут появляться маленькие угольки от веточек. Чтобы они не скатывались вниз, не падали, я вот такие жерди прикрепил с двух сторон. Вообще, по технологии, эти жерди крепятся либо на ветки, которые из сосны естественные растут, либо, значит, вбиваются сюда колышки в сосну, ну, то есть делается зарубка топором, и клин туда входит чуть-чуть, и получается искусственная ветка на них крепится. Но я сейчас заниматься этим не стал, я просто сделал пару дубовых гвоздей, тут немножко вот так вот надсек, сюда вбил один, ну и с другой стороны второй. Вот. Поскольку дуб он более такое плотное дерево, тем более сухой, то он без труда прошил вот этот орешник и вошел в сосну. Но я никому не советую так делать, это поскольку времени особо не хватает,
то я сделал на скорую руку именно так. Ну, заодно и проверим, насколько будет это все держаться на дубовых гвоздях. Значит, сверху вот эта вот подпорочка тут такая. Это, естественно, вот этот сучок, который мы оставили. Я сделал зацепчик тут такой. Вот. Вообще, идеально, конечно, чтобы было таких два сучка. Ну, либо, опять же, рассекается топором, вбивается сюда зацепчик и сюда, и на двух держится. Но здесь был один уже естественный, поэтому я решил сделать на одном. Вот. Но в идеале, конечно, на двух, потому что на одном надо подгонять. То есть я вот подогнал, и вот если посмотреть, да, там, то вот это вот все так вот идеально держится. Затем у нас идет такая система, типа как журавль в колодце. Здесь у меня рогатина стоит, через рогатину идет длинная вот такая вот жерть. Идет, идет, идет. И здесь я вот такой вот зацепчик сделал. Вот он держит ее с этой стороны. И вбил его сюда в землю. Соответственно, вот так вот это все выглядит. Художество. Что дальше нужно сделать? Значит, дальше необходимо положить сюда растопный материал между этими бревнами и, соответственно, уже разжечь это все. Что будет в качестве растопки выступать, сейчас я вам покажу. Вот на этом старом трухлявом березовом бревне я работал над созданием надьи. И здесь у меня вот остались опилки, когда я пилил. Вот такой кусочек сосны отпиленный, щепки крупные и щепки помельче, вот такие вот. То, что я стесал с бревна, когда выравнивал. Ну, также береста тут есть. В общем, сейчас я все это буду закладывать в надью и подожжем ее. Посмотрим, как это будет работать. Ну, вот таким вот равномерным слоем выкладывается растопка. Еще раз повторюсь, она состоит из березовой коры и щепок, оставшихся, когда я тесал, рубил и пилил вот это вот сосновое бревно. Теперь это все накрывается непосредственно бревном. Оп. Вот так вот. То, что выпало, ничего страшного, потом всегда можно подложить. Так тут все выглядит. Чуть сдвинем его еще, чтобы оно было точно над костром. О, вот теперь то, что надо. Ну что ж, сейчас будем разжигать. Разжигать будем с помощью моего огнива и березовой коры. Надо стараться разжигать как можно равномерней. Кора в трубочку сворачивается. Ну вот, начало положено. Только что вы видели характерный момент для костра надья, когда
растопка в середине прогорает, то верхнее бревно опускается ниже, и щель между бревнами сокращается. Это вполне рабочий момент, и если бы это была не надья, то бревно бы упало и просто бы свалилось и лежало бы рядом со вторым бревном. Но вот в чем прелесть костра надья. То, что вот это коромысло, оно обеспечивает ему такую вот стабильность. И когда бревно проседает, то ничего плохого не случается. Именно поэтому этот костер очень хорош как ночной, возле него можно спать. Даже самой лютой зимой этот костер вас согреет. Главное его развести. Да, подготовка этого костра достаточно долгая, трудоемкая, но если вы правильно собрали и подожгли этот костер, он вам отплатит добром. Конечно, тот костер, который собрал сейчас я, не может использоваться в качестве ночного, поскольку он небольшой. Но дело в том, что, во-первых, я разводил из той сосны, которую я нашел, и мне не нужна была большая сосна. Ну и к тому же большую сосну переть 600 метров — это все-таки не самое лучшее занятие. Так что дерзайте, пробуйте. Если нужен большой костер, сделайте большой костер, и ночью он вам отплатит своим теплом. Ну вот, верхнее бревно костра надья занялось, и теперь он будет уже постепенно прогорать, медленно так, вальяжно, как и положено этому костру. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на канале. Всем удачи!